Сегодня мы поговорим о связи экранного времени у детей и сердечно-сосудистыми заболеваниями с комментарием врача-кардиолога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк. Так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании. Ну тогда начнем. Экранное время у детей и сердечно-сосудистые заболевания. Время, которое дети и подростки проводят перед телевизорами, видеоиграми, мобильными телефонами и планшетами, неуклонно растет. Имеющиеся данные указывают на то, что чрезмерное времяпрепровождение перед экраном вредно как для неврологического развития, так и для социализации. Более того, оно приводит к вполне реальным зависимостям, которые часто требуют вмешательства специалиста в области психического здоровья. Другой аспект длительного экранного времени – малоподвижный образ жизни. Он, как известно, совсем не полезен для сердечно-сосудистой системы. Влияние экранного времени в детстве на сердце и сердечно-сосудистые заболевания в молодом возрасте изучили исследователи Университета Восточной Финляндии. Свой доклад они представили на Конгрессе Европейского общества кардиологов. Работу проводили в рамках масштабного исследования «Дети 90-х», которое отслеживает здоровье и образ жизни 14 тысяч младенцев, родившихся в 1990 и 1991 годах до их взрослой жизни. Для исследования малоподвижного образа жизни включили 766 детей в возрасте 11 лет. Участников попросили носить умные часы, которые отслеживали их активность в течение 7 дней. Процедуру повторили в возрасте 15 лет и в 24 года. В возрасте 17 и 24 года провели эхокардиографический анализ левого желудочка каждого участника. Полученные данные скорректировали с учетом роста, пола, артериального давления, содержания жировой ткани, курения, физической активности и социально-экономического статуса. Результаты показали, что в возрасте 11 лет испытуемые вели сидячий образ жизни в среднем 362 минуты в день. В подростковом возрасте, а именно в 15 лет, эта продолжительность увеличилась до 474 минут в день, а затем выросла до 531 минуты в день во взрослом возрасте. 24 года. Время сидячего образа жизни увеличилось в среднем на 2,8 часа в день за 13 лет исследования. Большая часть этого сидячего времени проводилась перед экранами. Эхокардиограмма зарегистрировала увеличение веса сердца, которое напрямую коррелировало со временем, проведенным в сидячем положении. Выявленная связь не зависела от массы тела и артериального давления. Как сообщают авторы, предыдущее исследование на взрослых показало, что аналогичное увеличение массы левого желудочка в течение 7-летнего периода было связано с увеличением риска сердечных заболеваний, инсульта и смерти в 3 раза. Ссылку на исследование я закреплю в описании, обязательно прочитайте на досуге. Еще больше информации вы можете найти на нашем канале по различным медицинским направлениям и советами практикующих врачей, которые могут вам быть полезны. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!